Сегодняшний день – не просто очередная дата в календаре. Сегодняшний день принадлежит Тэхёну. С того самого момента, как взошло солнце, Эйяр и Муай по всему миру знали, что этот день будет особенным, более мягким, теплым, эмоциональным. Поздравления с днем рождения заполонили ленты новостей, фиолетовые сердечки заполнили каждый уголок интернета, и вот появился этот момент, тихий, простой, но достаточно сильный, чтобы остановить всех на полпути к завершению. Тэхён улыбался, как всегда, спокойно, свободно, совершенно собой. Не было никакой торжественной речи, никакого драматического объявления. Просто Тэхён, живущий настоящим моментом, празднующий жизнь по-своему, прекрасным образом. Но что действительно привлекло всеобщее внимание, так это не только он. Это был Чингук. Чингуку не нужны были слова. Ему не нужно было выходить вперед или демонстрировать это. Его реакция говорила сама за себя. То, как его глаза следили за Тэхёном, мягкая улыбка, появившаяся без усилий, выражение лица, которое казалось слишком искренним, чтобы быть постановочным. Эйяр и Муай заметили мгновенно. Это была не игра. Это был инстинкт. Это была эмоция. Фанаты пересматривали этот ролик снова и снова, замедляя его, приближая изображение, пытаясь понять, почему такой маленький момент показался им таким трогательным. Возможно, дело было во времени. Возможно, это был день рождения Тэхёна. А может, потому что Чингук выглядел так, будто тихо благодарен за то, что видит Тэхёна счастливым, свободным и сияющим в этот особенный день. В день, предназначенный для празднования дня рождения Тэхёна, реакция Чингука стала невысказанным подарком. Никаких подписей. Никаких объяснений. Просто взгляд, который напомнил Эйяр и Муай, почему такие моменты важны. Почему дни рождения – это не только свечи и пожелания, но и тот, кто стоит рядом, наблюдая за тобой с глазами, полными тепла. И сегодня, когда Тэхён становится на год старше, ясно одно – этот день рождения не только растрогал Эйяр и Муай. Чингук тоже это почувствовал, и все это видели. Тэхён решил отпраздновать свой день рождения по-своему, тихо и спокойно. Никаких громких речей, никаких драматических жестов, только свобода и спокойствие. Открытое небо, журчащий воздух и улыбка, которая казалась нефильтрованной. Это выглядело не как кумир на показ, а как человек, проживающий свой момент. Арми могли почувствовать этот покой даже через экран. И в этом спокойствии кто-то внимательно наблюдал. Чингук стоял молча, но его взгляд никогда по-настоящему не отводился. Его выражение лица менялось ровно настолько, чтобы фанаты это заметили. Никакой преувеличенной реакции, только взгляд, полный смысла. Появилась легкая улыбка, а затем она исчезла, словно что-то тщательно сдерживаемое. Арми мгновенно поняли, что это не репетиция. Это была реакция человека, которому действительно не все равно. Интернет отреагировал почти мгновенно, как будто все почувствовали это вместе. Видеоролик пересматривали снова и снова в течение нескольких минут. Комментарии хлынули потоком, все указывали на одну и ту же деталь. Чингук выглядел по-другому, мягче, эмоциональнее, искреннее. Не из-за камер, не из-за фанатов. А потому что это был день Тэхёна. Дни рождения часто проходят тихо, но этот запомнился надолго. Не из-за грандиозного сюрприза, а из-за искреннего присутствия. Чингук не сказал ни слова, но все было понятно. Иногда самые сильные эмоции рождаются в тишине. И в день рождения Тэхёна эта тишина говорила о многом. Достаточно, чтобы заставить Эйяр и Муай по всему миру растаять. Фанаты начали складывать пазлы не для того, чтобы строить догадки, а чтобы понять это чувство. В естественности момента было что-то успокаивающее. Ничего натянутого, ничего преувеличенного, просто присутствие и внимание. Это напомнило Эйяр и Муай, почему маленькие моменты часто оказываются самыми сильными. Почему один взгляд может нести больше веса, чем 1000 слов. И почему этот момент дня рождения остался с ними навсегда. Тэхён, не осознавая этого или просто не обращая внимания, продолжал свободно улыбаться.
Он выглядел легким, словно предстоящий год не нес на нем никакого бремени. Это счастье казалось заразительным, распространяясь далеко за пределы экрана. И Чингук, казалось, чувствовал это, тихо впитывая момент. Как будто он хотел запомнить его именно таким, каким он был. Без монтажа, без фильтров и настоящий. То, что увидели ARMY, не было сенсационным моментом или постановочным кульминационным эпизодом. Это было нечто более мягкое, нечто человечное. Напоминание о том, что за выступлениями стоят настоящие эмоции. Настоящие связи, построенные годами совместного времени и доверия. Такие моменты не нуждаются в объяснении. Они просто существуют и находят отклик. Пока сообщения и поздравления с днем рождения продолжали поступать, клип продолжал жить. Его распространяли в лентах, фан-аккаунтах и ночных разговорах. Казалось, все чувствовали одно и то же тихое тепло. Не волнение, не шок, а комфорт. Тот, который остается надолго после окончания видео. Тот, который делает день рождения вечным. Сегодня день рождения Тэхёна, но это воспоминание принадлежит всем. Напоминание о том, почему эти моменты так важны. Почему ARMY так бережно их хранят. Реакция Чингука не нуждалась в объяснении. Ее прочувствовали, поняли и бережно хранят. И именно поэтому этот день рождения не будет забыт. День медленно близился к концу, и это чувство не угасало. Наоборот, оно еще глубже проникало в сердце ARMY. Речь шла не о теориях или предположениях. Речь шла об эмоции, которая казалась понятной всем. Общая пауза во времени, которую все пережили вместе. Тихая, но глубоко значимая. Тэхён всегда умел превращать простые моменты в воспоминания. Одно его присутствие несет тепло и искренность. В его день рождения эта энергия ощущалась еще сильнее. В его улыбке читалась благодарность, в его движениях – спокойствие. Как будто он был именно там, где ему нужно было быть. Окруженный невидимой любовью. Чингук, тем временем, оставался неизменным в своей тихой поддержке. Никогда не выходил на первый план, но и никогда не отсутствовал. Его реакция оставалась на заднем плане при каждом повторном просмотре. Тонкая, постоянная и неотразимая. Иногда присутствие – это самая громкая форма заботы. И ARMY замечали каждую секунду этого. Вот почему этот момент так сильно затронул сердце. Потому что он казался искренним в мире, который часто выглядит постановочным. Никаких сценариев, никакого идеального момента, никаких ожиданий. Просто два человека, разделяющие одно пространство и эмоции. Это напомнило фанатам о человечности, стоящей за славой. И о связях, которые со временем только укрепляются. День рождения Тэхёна запомнится именно по этой причине. Не из-за пышности, а из-за подлинности. Из-за улыбок, которые казались настоящими, и реакций, которые казались искренними. Из-за момента, который не пытался быть особенным, но был им. И когда день подходит к концу, одно остается ясным. Некоторые дни рождения оставляют след еще долго после того, как погаснут свечи. С наступлением ночи ARMY все еще говорили об этом единственном моменте. Экраны погасли, но чувство оставалось ярким. Это не было чем-то настолько громким, чтобы стать трендом навсегда. И все же это было достаточно сильным, чтобы запомниться. Такое воспоминание тихо следует за тобой. Спустя долгое время после того, как день прошел. День рождения Тэхёна напомнил всем о красоте простоты. Что счастье не всегда нуждается в публике. Иногда оно лучше всего проявляется, когда о нем не говорят. Его видят только те, кто действительно обращает внимание. Его чувствуют, а не объясняют. Его бережно хранят, а не громко празднуют. Реакция Чингука стала частью этого воспоминания. Не как заголовок, а как чувство. Отражение общего времени и невысказанного понимания.
Годы, проведенные рядом, сжатые в секунды. Такие моменты не требуют интерпретации. Они просят лишь почувствовать их. Арми не нуждались в подтверждении или ясности. Эмоция говорила сама за себя. Она преодолевала языки, временные рамки и экраны, объединяя людей, которые, возможно, никогда не встретятся. Все это через взгляд, улыбку, паузу. Доказательство того, насколько сильна может быть тонкость. И вот этот день рождения завершается теплом, а не шумом. Благодарностью, а не зрелищем. Тэхён отпраздновал еще 1 год своей жизни. Чингук разделил этот момент без слов. Эйяр и Муай бережно хранили его в своих сердцах. Тихое воспоминание, вполне достаточное. С течением времени празднование продолжалось в более спокойной форме. Письма от фанатов, нежные обработки фотографий и рукописные сообщения заполнили онлайн-пространство. Каждая из них выражала благодарность, а не восторг. Это больше походило на признательность, чем на праздник. За присутствие Тэхёна, его артистизм, его искренность. Просто за то, что он существует и делится еще 1 годом с миром. Тэхёну никогда не нужна была экстравагантность, чтобы произвести впечатление. Его сила всегда заключалась в эмоциях и нюансах. В том, как он устанавливает связь, не прилагая чрезмерных усилий. В свой день рождения это качество проявилось непринужденно. Напоминание о том, что подлинность – его визитная карточка. И именно поэтому люди так сильно к нему тянутся. Некоторые фанаты описали этот момент как утешительный. Другие сказали, что он был целительным, даже успокаивающим. Дело было не в волнении или удивлении. Дело было в спокойном, успокаивающем чувстве. В том, что говорит «все в порядке». Даже если ничего не сказано вслух. Тихое присутствие Чингука усиливало это чувство. Не делая больше, а просто ничего лишнего. Просто находясь рядом, полностью внимательный. Его реакция органично вписывалась в момент. Никогда не затмевала, никогда не отвлекала. Просто существовала рядом с Тэхёном. Именно это заставляло момент затягиваться. Он не требовал внимания, но удерживал его. Фанаты не спешили пройти мимо. Они оставались, пересматривали, размышляли, позволяя эмоциям медленно утихать. Как песня, которая заканчивается, но продолжает звучать эхом. Дни рождения отмечают время, но они также отмечают рост. Еще 1 год опыта, перемен и понимания. Тэхён выглядел спокойным в этот период. Он чувствует себя комфортно на своем месте. Его окружают тихие слова поддержки. Он движется вперед без колебаний. Арми гордились тем, как легко он себя чувствует. Гордились тем, как далеко он продвинулся. Гордились тем, каким человеком он продолжает становиться. Такие моменты кажутся заслуженными. Не подаренными, не постановочными. Просто прожитыми. Простота этого дня сделала его вневременным. Это могло произойти много лет назад или через много лет. И ощущения все равно остались бы прежними. Потому что подлинные моменты не стареют. Они остаются ясными и нетронутыми. Неподвластными времени. В конце концов, объяснять было нечего. Никаких теорий, которые нужно было бы подтвердить. Никаких заявлений, которых нужно было бы ждать. Просто чувство, которое тихонько поселилось. Понятное без перевода. Разделенное без всякого намерения. Сегодня был день рождения Тэхёна. И почему-то это ощущалось как подарок для всех, кто смотрел. Напоминание о связи без шума. О заботе без показухи. О присутствии без обещаний. И этого было более чем достаточно. Долго после того, как закончился последний ролик, эмоция продолжала витать в воздухе. Она оставалась на заднем плане разговоров, в тихих моментах перед сном. Не то чувство, которое требует внимания,
а то, которое мягко возвращается. Эйяр и Муай обнаружили, что думают об этом, даже не пытаясь. О том, как что-то такое маленькое может казаться таким полным. И о том, как такие моменты часто приходят неожиданно, но остаются незабываемыми. День рождения Тэхёна стал меньше связан с самой датой и больше с атмосферой, которую она создала. Чувство спокойствия, размышления и благодарности распространилось естественным образом. Это напомнило всем, что рост не всегда сопровождается шумом. Иногда он приходит с миром, уверенностью, тихими улыбками. Наблюдать за Тэхёном в тот момент было успокаивающе. Как будто видишь человека, по-настоящему уверенного в себе и в своем положении. Реакция Чингука продолжала находить отклик по той же причине. Она не была драматичной и не пыталась ничего сказать. И все же она показала заботу в ее чистейшей форме. Ту, которая существует без необходимости в признании. Арми не видели представления или разыгрываемой роли. Они видели искренность, спокойную и непринужденную. Вместе этот момент ощущался уравновешенным и основательным. Определенный не предположениями, а общими эмоциями. Это напомнило фанатам, что связь не всегда нуждается в объяснении. Что некоторые связи лучше всего понимаются через простое присутствие. В мире, который движется быстро и громко, эта пауза казалась редкой. Именно эта редкость и сделала его таким ценным. Этот день рождения тихонько уходит в прошлое, оставляя после себя нечто неизгладимое. Не угасающее волнение, а тепло, которое остается. Тэхён отпраздновал еще один год своей жизни. Чингук разделил этот момент без слов. Арми стали свидетелями этого с открытыми сердцами. И иногда такое молчание становится самым прекрасным праздником из всех. В последующие дни этот момент, вероятно, всплывет неожиданным образом. Короткий ролик, вновь появившийся в ленте, скриншот, тихо сохраненный. Каждый раз, когда он появляется снова, он будет нести то же чувство спокойствия. Потому что подлинные эмоции не теряют своей значимости со временем. Они остаются нетронутыми, независимо от того, как часто к ним возвращаются. И этот момент дня рождения обладает такой неизменностью. Тэхён всегда двигался по жизни в своем собственном ритме. Неторопливо, вдумчиво и глубоко выразительно, без излишеств. В свой день рождения этот ритм ощущался особенно ясно. Он не изображал счастье, он жил им. Эта подлинность всегда была его силой. И она продолжает находить отклик у тех, кто наблюдает за ним. Присутствие Чингука добавило моменту тихой стабильности. Не через действие, а через осознанность. Напоминание о том, что поддержка не всегда проявляется открыто. Иногда она стоит неподвижно и просто наблюдает. Эта тонкая форма заботы показалась глубоко знакомой. И глубоко утешительной. Для Эйяр и Муай это стало чем-то большим, чем просто воспоминанием о дне рождения. Это стало напоминанием о том, почему они так сильно связаны. Не только с музыкой или выступлениями, но и с человечеством. С моментами, которые кажутся искренними и нефильтрованными. Разделенными без ожиданий. Ощущенными без объяснений. Со временем будут создаваться новые воспоминания. Новые праздники, новые сцены, новые моменты. Но этот останется тихо нетронутым. Мягкое напоминание о связи, присутствии и заботе. День рождения Тэхёна прошел тихо и незаметно. И в этой нежности осталось что-то навсегда. Еще один год, еще одно воспоминание. Спасибо, что ты есть, Тэхён. С днем рождения!